Хороший прогноз на осень от ВТБ. С кредитом наличными поставки от 3,9. Добрый день, точнее доброе утро. Контакт мне показывает, что меня сейчас смотрит один человек. И тебе один человек большой привет с берегов Байкала, Бурятии. Я рад, что ты нашел время и присоединился к нашей трансляции. О, уже двое, нифига себе, мы растем. 4. Давайте дальше в геометрической прогрессии. 8. Потом 64 сразу же, да. Еще раз всех приветствую, всем добрый день, кому-то доброе утро, может быть кому-то добрый вечер. И еще пару минут подождем и начнем нашу ответ на вопрос КЛМН, что же это такое. Пока напишите, пожалуйста, в комментариях. Меня не видно? А меня слышно? Черканите, пожалуйста, в комментариях, видно, слышно ли меня. Не громко ли музыка играет? Может, потише музыку сделать? Или ее вообще выключить, и она вас отвлекает? Да, то есть как бы напишите, и сейчас буквально чуть-чуть, и мы начнем. Видно и слышно? Елена, спасибо большое. Так. Ага. Отличненько. Так, ну, 2 человека, это мощь, это просто невероятная мощь. Все, видимо, будут смотреть записи. Эфирчик, видимо, слишком рано, неудобно. Музыку потише, да? Давай, конечно же, музычку потише сделаем. Музычку потише. Так, ну что ж. Что же такое КЛМН? Я подготовил небольшую презентацию. Вообще, не поверите, вначале думал, что и так справлюсь, а потом, когда время стало приближаться, я что-то стал прям волноваться и себе сделал небольшие набросочки. Это моя первая презентация в эфире в таком объеме, масштабе, поэтому там, ну, скидку сделайте на первый раз, да? Такс, ну что ж, я думаю, что все, кто хотел присоединиться, уже присоединились. Все остальные, видимо, будут смотреть в записи. Омск мне написал, что у них вообще там плюс 20, и мы со своим эфиром как бы проиграли прекрасной погоде солнечной, поэтому будем тогда начинать. Итак, что же это вообще такое, этот КЛМН, да? Хочу начать с того, что это клуб. Это клуб. Клуб это сообщество. Это сообщество людей, которые объединены общими интересами. То есть в данном случае я постарался в клубе собрать людей, которые танцуют. А что это у меня получилось? Не видно, да? Обрезается, да. Вот так вот лучше будет. Вот. Это сообщество людей, которые объединяют в данном случае
танец, танцы бачата и сальса. То есть, как бы, людей, которые хотят развиваться в этих сферах, в этих двух направлениях, да. Также КЛМН это клуб, это не краткосрочный курс и не курс вовсе, то есть это библиотека, это концентрат постоянно обновляемых и пополняемых знаний, то есть от наших гуру, от наших преподавов. То есть вот в нашем клубе непосредственно будет выходить более 12 уроков в месяц, на самом деле, от Антона Лужника, от Александра Манеева и Ольги Нагайцевой. То есть и постоянно эти знания, эти новые видеоуроки будут обновляться. Каждую неделю я буду стараться, не стараться, а по расписанию. Я буду по расписанию каждую неделю стабильно выкладывать уроки. Расписание у нас внутри клуба есть. То есть это... Также в нашем клубе я хочу создать источник мотивации, поддержки друг друга, там, знаний, проведения всех общих флешмобов, проведения челленджей, то есть создать такое виртуальное пространство, где могли бы собираться продолжающие танцоры с разных уголков нашей необъятной страны и, соответственно, делиться опытом, знанием, принимать участие в совместных тусовках, в совместных каких-то онлайн мероприятиях, то есть как бы готовиться удаленно к какому-то выступлению, как у нас был опыт уже не раз с Лужником, да, мы проводили. Куча флешмобов проводили как с Лужником, так и с Манеевым, да, то есть как бы всероссийского масштаба, когда люди с разных городов записывают свои видосы, потом я клею все это в единую картину и мы запускаем, то есть такой глобальный флешмоб. То есть все это я хочу сделать в рамках одного клуба. То есть это не будет просто курс, который вы прошли, и потом благополучно эти знания положили куда-то на дальнюю полку в надежде, что они когда-то вам пригодятся. То есть это будет именно такое объединение, сообщество, где я хочу навести постоянный кипиш, чтобы это постоянная была внутренняя движуха. То есть и чтобы вам было интересно развиваться в сальсе и бачате, да, то есть как бы два основных профильных направления. Со временем, если мы разрастемся и будет интерес, мы можем подключать в наш клуб дополнительные направления, то есть как бы это перспектива такая некое развитие нашего клуба, то есть мы можем приглашать других преподавателей. Если вы сами являетесь преподавателем и захотите какой-то выложить свой курс, поделиться своими знаниями внутри же нашего клуба, обязательно мне напишите. Мы обязательно придумаем, как вас внедрить в наш клуб, то есть как бы и главное, чтобы это способствовало развитию продолжающих танцоров, потому что в свое время я живу далеко от Москвы, я живу в Бурятии, города Улан-Удэ, и, к сожалению, нету возможности по времени очень часто посещать фестивали, выезжать куда-то на уикенды, и чувствую голод знаний мне не хватает, мне очень часто не хватает чего-то новенького, чего-то свеженького, а посещать ежемесячно, еженедельно, то есть как бы нету возможности мероприятия, поэтому я для себя искал, и для меня стали открытием как раз мероприятия, челленджи Манеева и Лужника, которые в онлайне. С удовольствием прошел с огромным и понял, что это существует, то есть это возможно. Возможно жить за 5000 километров от Москвы и развиваться своего рода в ногу со временем, получать тот же контент, который там получают на чуть ли не еженедельно, на уикендах, на мастер-классах, то есть как бы, да, не в таком объеме, да, не вживую, в онлайне, но это возможно, да, то есть как бы. Дальше. Для кого? Для кого этот клуб? То есть вот плавно, так это не получилось плавно перевести, да. То есть как бы клуб очень будет полезен преподавателям, особенно начинающим, которые только-только вступают на путь передачи знаний, да, и всегда возникает вопрос в методике, а как, что объяснять, в какой последовательности, что зачем давать, то есть как бы какой материал давать начинающим, да, то есть какой материал давать продолжающим, потому что бывает так, что из-за дефицита контента в каких-то удаленных регионах, да, то есть начинается поиск,
а что же дать ребятам, чтобы им было интересно, чтобы им это было соуровнево, да, то есть чтобы они могли дальше развиваться, не топтаться на месте. То есть и вот в этом клубе как раз собирается материал для продолжающих танцоров. Но помимо этого, то есть тут есть еще контент для начинающих, то есть как бы используя наработки Антона и Александра, которые они за период своего преподавания собрали, то есть вы можете как бы обучать своих учеников, да. Для продолжающих танцоров наш клуб, помимо того, что у нас будет пополняться лексический запас и стабильно пополняться, то есть как бы у меня расписание уроков внутри клуба я сделал таким образом, что у нас будет день урока, день на отработку, день урока, день на отработку, день урока и 2 дня на отработку, или день на отработку и выходной. И потом с новой недели мы снова начинаем. Вот. Для продолжающих танцоров у нас в клубе будут то есть фиксированное расписание для того, чтобы вы могли постоянно получать контент, постоянно обновлять знания. И помимо того, что вы будете лексический, технический запас получать, ну, новых знаний от Антона и Александра, у вас появится возможность готовить свои мышцы. Потому что я в свое время столкнулся с такой большой проблемой. Я приехал в Москву на фестиваль, это был 19-й год, и тот контент, который там давали, я был к нему физически не готов. То есть мышцы не слушались, на ногах не стоял, вес был не в том месте, то есть как бы баланс был нарушен, физики не хватало, пластики не хватало. И в итоге, то есть половина того материала, который я получил на том фестивале, к сожалению, они канули в лету. Я их забыл, потому что мое тело не было готово к отработке этого материала. То есть мое тело, мышечная память, так скажем, не сработала, потому что, ну, не были наработаны необходимые группы мышцы. Поэтому у нас в клубе есть просто великолепная Ольга Нагайцева, которая специально для нашего клуба записывает каждый понедельник новые уроки. Новые уроки по развитию именно нашего танцевального тела, по формированию нашего танцевального тела. То есть там будут уроки и пластики, и баланса, и силовые какие-то тренировки. То есть там Ольга старается собрать в кучу прям целый курс, постоянный, непрерывный курс, который давал бы необходимый материал для того, чтобы мы не просто лексику плодили, в технику закапывались, а еще и прорабатывали какие-то мышцы, суставы, то есть как бы чтобы мы как бы так комплексно развивались, что ли, чтобы не было у вас таких затыков, что вы приехали на фестиваль, мышцы не готовы и в итоге просрали фестиваль, как это сделал я, то есть как бы ну, потому что мне по уровню был контент. Вот. Также у нас в клубе нету обязаловки. То есть, как бы вы не обязаны все это сдавать. Вас никто не подгоняет, вас никто из клуба не выкинет за несдачу. Хотя мы в качестве активности есть в планах такое, что добровольно, принудительно можно поучаствовать будет в челлендже. Но это немножко попозже я вам расскажу, когда я все до конца это продумаю, как это сделать, в каком формате проводить, да, то есть как бы сейчас у вас свободный доступ более чем на текущий момент 78 видеоуроков. Уже сейчас в клубе есть, да, то есть как бы и вы можете в свободном своем графике их смотреть, изучать, отрабатывать, то есть как бы развиваться, вот, вот для кого, да, получается у нас клуб наш построен для таких танцоров, как я. По большей части я этот клуб делал для себя, потому что, да, я хочу развиваться, и мне не хватает знаний, а тут прям их много, и это так хорошо, когда ты знаешь, чем тебе заняться. Надеюсь, мне удалось рассказать вам, что такое наш КЛМН. Это клуб Лужника, Манеева и Нагайцевой. То есть это клуб именно от меня, да.
КЛМН — это клуб Лужника, Манеева, Нагайцевой, от меня, от Романа Михайлова, автоматизатора практически всех челленджей Манеева, практически всех челленджей Лужника. То есть я был тот маленький серой шестереночкой, которая крутила всех ботов для того, чтобы вы получали контент вовремя, своевременно, чтобы все кураторы отрабатывали, выдавая бонусы, да, за дополнительные задания. То есть как раз все это настраивал. И вот этот опыт настройки всех челленджей как раз и привел меня к тому, чтобы создать такой клуб. Так вот, что у нас в клубе уже сейчас есть? То есть на текущий момент. Как я сказал, это уже 78 видео уроков на текущий момент. А также к нам присоединилась Оля. Привет, привет. Привет. Да, ты как раз вовремя. Я сейчас дорассказываю немножко. Мне чуть-чуть осталось времени, и мы перейдем к вопросам. Нас не так много в эфире на самом деле. Вот, но я думаю, что увидев тебя, они, конечно, захотят кучу тебе вопросов позадавать. Вот. Что у нас сейчас есть в клубе? У нас в клубе есть 78 видеоуроков, и каждую неделю они будут пополняться на 3 новых видеоурока. То есть итого у нас только по расписанию 12 видеоуроков в месяц от 3 крутейших преподавателей в 3 разных направлениях. Вот. И помимо этого у нас есть в клубе такая вкладка «Активность». То есть за проявление какой-то активности, за участие, за выкладку своих домашних заданий, то есть как у вас это видео получилось в социальные сети там и прочее. То есть вы можете заработать внутри клуба еще дополнительно видеоурок. То есть и по факту это может из 12 видео превратиться в 16 видеоуроков каждый месяц. Но это будет зависеть от внутренней вашей активности в клубе. Вот. Качаем все. Лексику, технику и, соответственно, тело. Танцевальное наше тело. Вот. Также сейчас уже в клубе полностью доступен базовый курс по бачате от Антона Лужника. Это его знаменитая методичка по базе, который состоит из 25 уроков, которые он собирал специально в прошлом году, получается. И стоит этот курс 2500 рублей, если это приобретать на ресурсах, получается, интернет-ресурсах Антона, да. Также у нас лежит полный базовый курс по сальсе от Александра Манеева. Это 42 урока стоимостью 4500 рублей. То есть это, как сказал Александр, 14 лет опыта собирания знаний, вот это вот такого выстраивания, структурирования. То есть 14 лет опыта структурирования знаний по сальсе у Александра Манеева вышли в курс в 42 урока по основам, по базе сальсы. То есть и он тоже участникам клуба уже доступен полностью. То есть его можно уже посмотреть, его можно пройти. Также Ольга Нагайцева предоставила нам часть своего курса по футворкам. То есть ее личные наработочки, ее личный опыт, ее фишечки, то есть и целых 4 урока, это часть ее курса, который состоит из 3 блоков, то есть и первый блок стоит 4000 рублей, то есть она поделилась этой частью для участников нашего клуба, и я, честно говоря, я залип на ее видеоуроки, то есть настолько там все классно, качественно сделано, просто обалдеть, да, то есть Также у нас в клубе будут лайфхаки, советы, руководство от наших преподавателей, может быть даже и от меня, по каким-нибудь техническим моментам, вот, которые можно тоже заработать за активность внутри клуба. То есть и это дополнительные видеоуроки, видеосоветы, то есть которые будут пополнять нашу библиотеку знаний внутри нашего клуба. Знаменитый Перри Кокс, диджей Силикс, тоже принимает участие в нашем клубе, и он нам
как говорится, будет подбирать музыкальные сборочки, музыкальные композиции интересные, которые он крутит на танцполах всей страны, где он только не бывает. То есть, как бы, у вас будет постоянно также обновляться музыкальная подборка. Я думаю, это прям очень клево, потому что тоже дефицит в хорошей музыке порой возникает. Там просят участники вечеринки: обнови плейлист, пожалуйста, давай что-нибудь новенькое, свеженькое. А где это все искать? Можно, конечно, бороздить просторы интернета, тратить на это целый день для того, чтобы собрать композиции. А в клубе будет уже свежие подборочки от любимого Перри Кокса. Как там делается? Вот так? Да. Вот. Так вот, и сейчас, на данный момент, все это на 30 дней доступ к вам, у вас на 30 дней ко всему этому всего лишь стоит 1600 рублей. Но также со всем этим есть другое предложение. Вы можете взять не на 30 дней, а на 90 дней за 3900. То есть и таким образом вы сэкономите практически 900 рублей. Либо за 1000 рублей в месяц, оплатив сразу полгода участия в клубе, стоит 6000 рублей. То есть, как бы, разные формы, ищите, как вам удобно. То есть, соответственно, если вы берете самый длинный, такой долгоиграющий тариф на полгода, вы получите там более 72 видеоуроков уже гарантированно. И еще к этому плюс дополнительные все видео, которые я буду выкладывать за активность, за какую-то динамику, плюс от приглашенных преподов. Небольшой секрет, да, то есть у нас будут приглашенные преподаватели, может быть, кстати, это будете вы, вот, которые тоже нам будут записывать видеоуроки, и которые бонусом будут падать у нас в клуб. Вот. Для того, чтобы принять участие в нашем клубе, вот, рядышком QR-код, сканируем, переходим, читаем, то есть, как бы, и в принципе изучаем, и уже давайте входите в клуб, там реально будет клево. Будет классно. Вот. Еще, да, еще маленький момент. Для тех, кто напишет мне в личку, да, кто напишет мне в личку буквально в ближайшие дни, до понедельника, могут попасть на тест-драйв. Тест-драйв клуба — это у вас будет возможность 3 дня попасть в клуб, полазить, пошариться, посмотреть видео, что есть, то есть познакомиться с клубом изнутри. И, соответственно, то есть через 3 дня будем ждать от вас решения, то есть, как бы, хотите вы продолжать принять участие в клубе или нет, то есть, как бы, почувствовать изнутри, ваше это или не ваше, то есть ваш формат подходит вам, не подходит, то есть, как бы, вот, поэтому напишите мне до понедельника, это до 9 октября в личку, и я для вас открою тест-драйв период на 3 дня. Если вы уже уверены, готовы, то, что вам клуб хочется и вам нужен этот контент и все эти видеоуроки, и прям чувствуете, что это ваше, то фотографируем QR-код и добро пожаловать в наш клуб. А мы переходим к следующей части, и это партнерская программа КЛМН. Наша партнерская программа стартует 9 числа, и она доступна будет только для участников клуба. Если вы участник клуба, то вы можете на нем еще и заработать. Вот, это та часть, в которую я сам с удовольствием впишусь, и я буду с вами точно так же участвовать в этой партнерской программе. Вот. Так вот, если по вашей ссылке, которую сформирует бот партнерской программы, вот, участник покупает на 30 дней, то вам начисляется 300 рублей за его платеж. И если этот участник продлевает на 2-й месяц,
то вам каждый раз, пока он продлевает участие в клубе, на ваш баланс нашего клуба будет сыпаться 200 рублей. То есть таким образом, приведя несколько буквально участников клуба в наш клуб, у вас будет возможность зарабатывать на участие в этом клубе. Да, то есть и соответственно, в зависимости от того, какой тариф приобретет ваш участник, ваш реферал, то есть вам будут соответственные вознаграждения, они здесь в таблице представлены. Вот. Я хочу, чтобы этот клуб рос и развивался. Я хочу, чтобы вам было в нем не только интересно и полезно, я хочу, чтобы вам это было еще и не накладно. Я хочу, чтобы этот клуб у вас окупался. Я хочу, чтобы ваши рефералы вам приносили денежки за участие в этом клубе, а им их рефералы, да, то есть и соответственно ваши же участники, ваши же приглашенные будут отбивать ваш клуб, то есть и в итоге это, я думаю, будет прям, все как надо, вот все как я мечтал, все как я хотел, да, чтобы участие в клубе и то, что я участник в клубе, это еще и прям все в одном. И польза, и развитие, и интерес, и в то же время денежка капала на счет. Вот. А по поводу вывода средств с ваших партнерских вознаграждений. Планирую их проводить 2 раза в месяц. Суммы кратные 1000 рублей. То есть, если вдруг вы оплатили клуб, у вас в течение месяца накопилась сумма больше 1000 рублей, да, то, соответственно, любую сумму кратную 1000 рублей я буду вам выводить лично. То есть, вы прям пишите мне в личку, вот у меня это стойка партнерки, вот я хочу вывести денежки, и все, без всяких вопросов я вам сразу же на карточку эти денежки буду перечислять. То есть, как бы... Поэтому буду рад, если у нас в клубе будут партнеры. Вот. И, соответственно, 9 октября я сделаю рассылочку внутри нашего клуба, как непосредственно к этой партнерке присоединиться, как получить свою партнерскую ссылочку, то есть и как, соответственно, стать нашим партнером. То есть все это будет буквально 9 числа в понедельник внутри нашего клуба, вся эта информация. Поэтому не затягивайте, присоединяйтесь. Да. Ага, ну и вот, собственно, наш клуб стартанул 1 октября. Да, мы уже 7 дней как запустились, и нас уже более 100 человек. То есть, как бы, клуб наш растет, развивается, и нам прям... Я прям пищу, я не знаю, я как ребенок просто пищу, глядя, как это все растет, как это все пополняется, это прям здорово. Я очень рад каждому участнику, который вступил в клуб. Я буду стараться прям сделать все, чтобы вам было комфортно, кайфово, удобно внутри клуба, и чтобы вы подтягивали своих же людей, с которым вам было бы интересно, и в итоге мы стали одной большущей семьей. Вот. Скажем так. Вот, друзья. Ну а теперь давайте вернемся к нам. Ольга, можете к нам присоединяться. Вот. И перейдем к нашим вопросам, ответам на вопросы. Задавайте ваши вопросы в чатике, в комментарии к видео. Я буду читать, озвучивать, и мы постараемся на них ответить. Оль, скажи что-нибудь, тебя слышно? Да. Отлично. Оль, поделись своим впечатлением о клубе. Вот ты ни с того ни с сего тебе позвонили и сказали, ты в клубе, да, грубо говоря. Как твои это ощущения, впечатления от того движа, который там происходит? Если честно, сначала я немножко расстроилась за то, что у меня нет танцев, и это для меня очень непривычно. Но как только я начала обдумывать эту идею и начала формировать программу работы, да, с телом и программу работы с участниками клуба, я поняла, что это в разы лучше, чем танцевать.
потому что ты даешь людям инструменты, как можно станцевать вообще любой танец. И вот как говорит Александр Маняев, он нарабатывал там этот материал 14 лет, я танцую 29 лет. И я станцевала более, наверное, 20 различных танцев и направлений, поэтому у меня есть возможность просто структурировать вообще из разных направлений материал, чтобы сделать такие универсальные упражнения, универсальный инструмент для работы тела. Поэтому это вообще задумка, она гениальная. Я прям счастлива, что мне выдался такой шанс. Супер. Это было очень необычно, было очень неожиданно, но я очень обрадовалась. А мы-то как обрадовались. Я посмотрел твое первое видео. Я, честно, я такой сел с этой планкой, и я просто... Вот так вот глаза округлялись, как бы... Я чуть ли тоже сразу не бросил и не пошел эту планку делать, потому что, ну, действительно, это прям очень клевый материал. Классно и подача, и именно моменты все эти учтены, и переходы. То есть, ну, блин, это здорово. Это то, чего реально не хватает. Вот, потому что... А почему ты встал в планку-то тогда, Роман? Я встал, но попозже. Надо было работу доделать. Я же программист. Я сижу и только успеваю писать, написывать очередные... Ты можешь в планке работать. Это будет еще эффективнее. В планке работать? Да, как раз одна рука свободная, вторая рука свободная. Еще вот план. Тогда ноутбук надо. У меня большой компьютер на 2 экрана, то есть как бы вряд ли тут получится. Ну, я попробую, да. Отоберу это планшет у ребенка и скажу: подожди, мне работать надо. Мне руки свободные. Да, Оль, а ты по поводу танцев тоже не расстраивайся. Я же всем говорю, что у нас есть возможность дополнительные видео как-то покрутить. Да? Добавить. Конечно, мы с тобой давай спишемся, если захочешь какое-то танцевальное видео сделать, так давай сделаем. Я же только за 2 руками. Придумаем какую-нибудь активность, которую ребята внутри клуба могут поучаствовать, заработать это видео, и, соответственно, видео от тебя разместим, то есть как бы танцевальное, то есть как бы все достаточно легко делается в нашем клубе, то есть все для того, чтобы всем было кайфово. Если вы хотите, чтобы Нагайцева танцевала в клубе Лужника, Манеевой Нагайцевой, вам нужно быть очень активным. Да. Но активность специально для Ольги мы придумаем, то есть какую активность вам проявить. Да, то есть читайте в нашем клубе. Так, друзья, я смотрю, 9 человек смотрят, но что-то вопросов никак не сыпется. Ну задайте хоть какой-то вопрос. Ну, хоть что-нибудь спросите. Сколько у вас время там сейчас, да, буяки? И сразу двоечек свалили. Не любят люди вопросы задавать, видимо. Хотя тут миллион вопросов. Смотрите, какая шикарная Оля сидит. Как ее можно не засыпать вопросами, а? Ну как? Не понимаю вас. Там же... Ладно. Хорошо. Оля, ты говоришь, 29 лет танцуешь, мы с тобой практически коллеги. Я уже 30 лет танцую. Но танцевать так и не научился. Научишь? Это все планка, Роман. Я тебе Планка. говорю, это планка. Да. Но планку-то я делаю. Я сейчас буду делать ее стабильненько, да. В понедельник у нас новое видео от тебя выйдет, да? Может, какой-нибудь анонсик закинешь? О чем там второе видео будет? Но оно будет связано с растяжкой. Угу. И мы будем работать над верхней частью. То есть мне бы хотелось, чтобы ребята не постоянно стояли в планке и страдали, поэтому упражнения будут каждую неделю меняться. То есть что-то будет на координации, что-то будет на растяжку. Таким образом, чтобы они понимали, что я не деспот, что не нужно постоянно заниматься фитнесом. То есть упражнения будут вообще абсолютно разного формата, чтобы у людей была возможность в том числе заниматься и растяжением мышц, и закачкой мышц, и вообще танцевальные упражнения, которые будут помогать в танце и на скорость, и на координацию. В общем, у меня такой очень-очень глобальный план. Обалдеть. Я очень дошла к этой программе. Я потом упакую это тебе все в курс и будем продавать это отдельным курсом. Задорого. Нет. А для участников клуба будет скидка.
на этот курс, который у них в клубе будет. Вот. Еще такой вопрос, пока они там молчат и не пишут ничего. Как тебе вообще формат клуба? То есть именно вот этот Если, Мгм. если честно, я во время, не будем говорить в какое время, все мы знаем, в какое время мы предались онлайн-курсам, я однажды принимала участие в академии. Я участвовала в иностранной академии по сальсе. И у меня такой опыт уже был, работая вот в таком вот клубе, да, то, что мы сейчас делаем. Но почему-то тогда у меня не возникла идея, что это возможно сделать, да, для России, да, для русскоговорящих людей. И я честно скажу, в то время я прям, я без остановок танцевала на кухне. То есть у меня вообще не было ничего в моей жизни, кроме этой академии, и это был просто мощнейший рост, мой танцевальный рост. И кто бы мог подумать, что можно там, например, за месяц или там за 2 месяца так сильно, не выходя на улицу, да, не работая офлайн, можно так сильно прокачать свой танец. Поэтому я в этот проект верю, потому что я уже сталкивалась, да, с подобным опытом, и поэтому это прям классная очень идея. Спасибо. Классно. Прям душонка радуется, да. Какие мы хорошие. Да. Так, и чё? И все равно никто не пишет. Видимо, мы ответили на все вопросы. Должны быть вопросы. Я говорю, вот, где вы еще Олю увидите? Где вы с ней еще можете связаться? Вот она в прямом эфире. Сейчас может вам ответить на ваши вопросы. А вы молчите. Успевайте, давайте. А то сейчас как вам отключу всю трансляцию и с Олей сами поболтаем на другие темы. Вот. Еще хотел сказать, да, то есть, ребят, наш клуб не заменяет посещение уроков танцев в ваших школах. Он не является заменой каких-то профильных курсов. Да, то есть у нас очень много дополнительного материала. То есть школы в любом случае посещайте, потому что там вам педагог воочию даст обратную связь, поправит пятку в нужное колено и засунет носок в нужные места, да, то есть определит, где у вас какая нога из 48 штук, вот, то есть поэтому уроки посещать прям обязательно, прям необходимо, прям очень важно, но для того, чтобы расти выше и больше, вот, добро пожаловать в наш клуб. Наш клуб вам даст все необходимое для того, чтобы ваше тело могло сделать больше, чем вы себе представляете. Да? Да? Роман, скажи честно, ты будешь все уроки делать? Вообще планирую. Сам все уроки делать я боюсь, что первое время сейчас точно не смогу, потому что внутренних настроек по клубу достаточно много. Я пока выступаю как механик. У меня клавиатура уже вся намазолена, а мышь уже потом исходит, то есть компьютерная. Вот. Я пока придумываю всякие активности, придумываю, что еще можно запилить в нашем клубе, что можно еще сделать, куда еще. Но я стараюсь. Но во всяком случае, те уроки, которые я выкладываю Манеева, и те уроки, которые я выкладываю Лужника, я их уже прошел. То есть, они у меня в памяти есть, я их помню, да, то есть, вот до твоих уроков пока я так добираюсь с трудом, все-таки я ленивая жопа, работать над собой, это тяжело для меня. Надо начать, Роман, честное слово. Да, Я до 2015 года ничем не занималась, честно скажу. Я была, да, то есть у меня физическая моя подготовка была похожа на состояние желешки. И вот в 2019 году я, серьезно взялась за себя. И со временем как раз вот с помощью вот этих, понятно, да, что у меня есть танцевальная подготовка,
очень-очень много лет. Но конкретно именно подготовка тела, это вот в моей жизни получается на сколько? 4 года, да? Да, Да, 4 да. года. И очень-очень поменялся танец, очень поменялся, знаешь, я никогда не могла делать там, например, поддержки, да, какие-то сложные вещи. И вот как только я начала работать с телом, я думаю, что у меня это заняло где-то, наверное, года 2. И первое время, да, это действительно, это очень лениво, тебе не хочется это делать. Но и тренировки сами по себе, то есть я не сумасшедший человек, который там по часу, по 2 занимается. То есть достаточно там добавить каких-то 5 минут в день, да, но просто пусть это будет каждый день. Пусть это будет 10 минут, пусть будет 5 минут, 3 минуты, да, но это чтобы твое тело хоть какую-то пищу получало постоянно. И вот я думаю, что где-то за 2 года я прям реально раскачалась. И вот все, что сегодня вы видите, это результат. Обалденный результат. Ни за что не поверишь, что за 4 года ты явно заранее где-то втихаря это занималась. Дома был. Даже в Инстаграме рассказываю, как я тренируюсь, да? Меня нету в Инстаграме, можете мне про него вообще ничего не говорить, я его туда не пойду. Не уговаривайте, никакими плюшками не заманите. Вот. Тут вопрос появился у нас от Дениса. Он спрашивает, посоветуйте, посоветуйте, что изучить для начала бачатера, начинающего уровня. Оля, твоя рекомендация. Мужчине, с чего начать бачату танцевать на начальном уровне? Конечно же, нужны базовые шаги. И я думаю, что в этом плане вам курс по базе Антона Лужника будет отличной помощью в этом вопросе. Поэтому мне очень нравится в курсе, что помимо того, что есть продолжающий, да, вот этот вот блок, есть еще и способ подготовки. То есть курс работает таким образом, даже если вы любители бачаты, и при этом, например, да, у вас есть возможность научиться еще и сальсе. То есть вам не обязательно сразу, да, идти там на продолжающие уроки, вы можете сначала пройти курс базы, и потом, используя это, пойти уже на продолжающий уровень. Это гениально! И то же самое происходит, например, сейчас с начинающим бачатера. Точно так же вы можете пройти базу и потом перейти уже к продолжающим урокам. Представляете, как здорово? Здорово. Да, то есть на самом деле, да, то есть я когда изначально задумывал клуб, у меня была такая мысль, только не начинающие, типа, надо продолжающим, потому что для начинающих и так очень много контента. Очень много. Там и YouTube каналы, и целые паблики, и целые сообщества, где можно найти информацию. Да, она разная, она там неорганизованная, не структурированная, порой в голове потом каша такая небольшая. Вот. И мне понравился именно курс Лужника. Кстати, Денис, можете купить курс Лужника? Он стоит 2500. Ссылку потом, если что, вам скину. Вот. Либо можете вступить к нам в клуб за 1600 рублей на 30 дней. За эти 30 дней пройти 25 уроков Лужника. Еще параллельно подготовить свое тело на уроках Ольги. И посмотреть на сальсу Александра Манеева. То есть, как бы, по-моему, решение очевидное, да? То есть, такое-то, в моем понимании. Но лучше идите в школу на уроки. Потому что базу лучше брать вживую, прям, чтобы пощупать, потрогать и прочее. Вот. Ну, а так в онлайне вот хороший способ. О, Егор Косолапов, привет! Дела просто офигенно. Запустили клуб, ждем тебя в нем. По-моему, ты же вступил уже в клуб. Ты же уже в клубе. Нет, ты не в клубе. Ты не в клубе. Егор, ты не в клубе. До сих пор не в клубе. Как так? Оля, как у тебя дела? У меня отлично все. Что-нибудь новое, какой-нибудь курс готовишь? Помимо клуба. Возможно, в скором времени выйдет курс хореографии. Но он не столько курс, как, наверное, такой марафон хореографий авторских. Угу. И вот скоро буду анонсировать. Кто будет тебе делать автоматизацию? Вакансия открыта. Нет, она уже занята тогда. Сделаем все чинчинарем. Все в лучшем виде.
Вот. Еще вопросы, друзья, пока есть у нас времечко, давайте задавайте свои вопросы. Денис, надеюсь, мы тебе ответили на твой вопрос. Ты нашел, по крайней мере, ответ в нашем словесном диалоге на свой вопрос. Еще. Как супруга из меня какие-то умные речи, так и я из них клешнями вопросы вытягиваю. Давайте, ребят, ну, если вы не знаете, что спросить, ну, спросите, а вот такое вот в клубе возможно? А такое в клубе будет? Ну и придумайте что-нибудь там, а такое для себя. Оль, ну еще раз скажи, у тебя там, я видел, ближайшее мероприятие будет какое-то. Да, я буду проводить интенсив по музыкальности 24 и 31 октября. Ага. Только вчера я опубликовала информацию В об этом Инстаграме, мероприятии. ВКонтакте у тебя ничего нету. Уже есть. Ничего. Ман, ты не внимательно следишь за мной. Меня это обижает. Ну ты же мне ссылку-то скинула только на Инстаграм. На ВКонтакте не скинула ссылку? В общем, я проведу в конце октября 4-часовой двухдневный мастер-класс по музыкальности, где мы как раз-таки будем разговаривать о том, как телом как это слово? Интерпретировать музыку, видимо. Интерпретировать музыку. И на второй части, да, на второй день мы будем разговаривать о том, что же все-таки, как одолеть этот трек, как танцевать даже под незнакомую музыку и быть в безопасности. Все это будет на моем интенсиве по музыкальности. Где он будет? В Москве, да? Да. Я далеко от Москвы. А давай вот прямо сейчас активность сделаем. Вот прямо сейчас активность. У меня появилась идея. Я надеюсь, не танцевальную. А почему нет? Почему сразу не танцевальный? У нас танцевальный клуб для развивающихся танцоров. Давайте танцевальную активность. Все записали музыкальный кусочек и сбросили себе на страничку, выложили с упоминанием Олечки. Да? 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 И что это нам даст? Нам это ничего не даст. Давайте... С упоминанием романа. Да, давайте сделаем сейчас такую небольшую активность для нашего клуба. Вот, особенно для тех, кто смотрит. Чего? Оля, тебя приглашают на Байкал. Приезжай к нам на Байкал. В гости ко мне. Вопрос 15 минут собрать чемодан. Слышал, Леша? 15 минут. Покупай билеты для Оли. Она прилетает. Через 15 минут вылетает. Билеты где? Вот. Активность будет такая для участников нашего клуба. Сейчас, сразу после эфира, я сброшу в наш клуб ссылочку на ее ВК, где она свой пост выложила, да, про интенсив. Есть такое? Есть такое. Вот если мы наберем там 100 лайков, 100 лайкосов под этим постом, и наберем хотя бы 50 комментариев, да, нормально же будет, 50 комментариев. Отлично, вот, 100 лайкосов, 50 комментариев, и Олечка для нашего клуба записывает танцевальное видео. Нормас? Окей. Вот такая активность. Прямо тут родили. Вот. Ну и, соответственно, все, кто хочет там принять участие в этом мастер-классе, очень рекомендую. Я посмотрел видеоуроки, которые 4 видеоурока ты скинула нам в первого модуля, да, своего курса. Блин, ну, очень залипательно. Я даже не знал, что так, оказывается, можно танцевать. Как, Роман, как? Синкопировать 4 в сторону для меня это оказалось таким интересным моментом. Я попытался это попробовать, но жопу занесло.
Ну, представляешь, Роман, дядька 90 килограмм пытается синкопировать. Планкером. Планка, да, все. Есть, есть, сэр. Планка Ну, и, будет. кстати, упражнение на скорость ног, я думаю, что оно тоже тебе поможет. А быстрее меня в городе Улан-Удэ никто не танцует. Я в один счет могу делать 4 действия. Я вообще во всем мире равно. Но только при этом стоять могу на месте. Не двигаться. Вот, это Антошка меня научил. Антон Лужняк. Со своими футворками. Как давай там вот так вот месить ногами в челленджах своих. Пришлось учиться. Так, ну что ж, друзья. Если у вас больше нету вопросов, то я завершаю трансляцию. Жду от вас активности. Ссылка будет в клубе. Все, кто не в клубе, вы поняли, да? Вы понимаете, что надо вступать в клуб. Вы сейчас не вступите, потом вдруг мне захочется его ограничить. Сделать на 200 человек, допустим, и все. У меня же метла, она ведет по-разному. Захочу вправо, захочу влево, захочу планкой. Да, поэтому, друзья, пока есть возможность, вступайте в клуб. Кто успеет написать мне до понедельника в личку на тест-драйв, я вас пущу на 3 дня в клуб, чтобы посмотреть, почувствовать ваши, не ваши изнутри. Ходите на занятия, танцуйте, развивайтесь и... Рад был всех слышать, видеть и читать. Чё? Что? Есть какие-нибудь пожелания, Оля? Отправить их куда-нибудь танцевать? Да, надо отправлять их вступать в клуб, вот и все. Все. Ждем всех в клубе. Все, всем спасибо, всем пока. Пока!